Тотальный блэкаут в Киеве и 4 регионах Украины. Пропали свет, вода, связь и отопление. Что стало причиной? Европейские лидеры собрались на экстренную встречу и разрабатывали план усмирения Дональда Трампа. Кто и что конкретно предлагал? Протесты против иммиграционной и таможенной службы Соединенных Штатов становятся все более массовыми. Тысячи людей вышли на улицы Вашингтона, Лос-Анджелеса и Далласа. Кубинские власти обвиняют Соединенные Штаты в экономическом геноциде. Президент призывает мировое сообщество вмешаться. А простые граждане готовятся жить в условиях катастрофического дефицита. Чемпионат по имитации крика благородного оленя в немецком Дортмунде. В каких номинациях соревновались и кому достался главный приз? Громкий скандал в Италии. После реставрации одна из фресок ангела в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучно в Риме приобрела черты премьер-министра Джорджа Мелони. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Утром 31 января Киев и значительная часть областей Украины внезапно остались без электроснабжения. Блэкаут также затронул часть территории Молдовы. В столице отключение света привело к перебоям с отоплением и водоснабжением, а также к остановке метро и электротранспорта. Сообщения об аварийных отключениях электроэнергии поступили из разных регионов страны почти одновременно. В Министерстве энергетики Украины сообщили, что по команде НЭК «Укрэнерго» были применены экстренные отключения для стабилизации энергосистемы. Официально ограничения подтверждены в Киевской, Житомирской и Харьковской областях, однако перебои зафиксированы и в других регионах. Одновременно отключились линии электропередачи 400 киловольт между энергосистемами Румынии и Молдовы и линия 750 киловольт между западной и центральной частями Украины. Это вызвало каскадные отключения в сети и срабатывание автоматических систем защиты на подстанциях, из-за чего пришлось снизить нагрузку на блоки АЭС. В Киеве также временно приостанавливалось движение городской электрички, а насосные станции были обесточены, что привело к отсутствию воды в городе. В Харькове остановилось метро и электротранспорт. В регионе введены аварийные отключения для сохранения устойчивости энергосистемы. Проблемы с водоснабжением зафиксированы в Виннице, Житомире, Чернигове, Полтаве и ряде других городов. В Молдове власти заявили, что отключения в Кишиневе и нескольких регионах страны произошли из-за аварийной ситуации в энергосистеме Украины. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Во второй половине дня энергосистема Украины постепенно начала восстанавливаться. Были разгружены блоки атомных электростанций, но их нагрузка до номинальной мощности еще требует времени. Киевские спасатели показали уникальные кадры, как им пришлось выводить людей, застрявших в метрополитене под землей. Европейские лидеры на экстренном ужине на прошлой неделе составили тайный план противодействия Трампу, пишет The New York Times, ссылаясь на источники в правящих кругах Европы. По их словам, после начала кризиса вокруг Гренландии, европейские лидеры собрались на экстренный ужин в Брюсселе, в результате которого был разработан план действий для усмирения Трампа. Вот как описывает этот ужин издание. Блюда были простыми и традиционными. Куриное филе, классическое французское блюдо с жареным пастернаком с ванилью. Но вопрос, который обсуждался, был сложным и актуальным. Что должна сделать Европа, чтобы справиться с быстрым ухудшением отношений с Соединенными Штатами, наиболее ярко проявившимся в навязчивом стремлении господина Трампа захватить Гренландию? Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, идеологический союзник Трампа по многим вопросам, прибыла на встречу, призывая к продолжению диалога с президентом. Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивал на немедленных шагах по сокращению регулирования бизнеса по всей Европе, чтобы стимулировать рост и уменьшить зависимость от американской экономики. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для завоевания уважения Трампа Европа должна продемонстрировать готовность дать отпор его угрозам. Обсуждения продолжались до раннего утра. В результате был разработан своего рода план действий в отношении администрации Трампа, которая, как ожидается, останется нестабильной, по словам 3 чиновников, ознакомленных с ходом встречи и публичными заявлениями лидеров. План лидеров состоит в том, чтобы сохранять спокойствие во время будущих провокаций Трампа, угрожать ответными пошлинами и, по словам чиновников, работать за кулисами над тем, чтобы сделать Европу менее зависимой в военном и экономическом отношении от своего все более ненадежного союзника. Чиновники попросили сохранить анонимность, чтобы говорить о политически чувствительных дискуссиях. Предложенная стратегия, относительно смелый, но все же во многом абстрактный подход, стала примером того, как европейские лидеры сейчас как никогда активно выступают против Трампа на словах
но при этом все еще испытывают трудности с подкреплением своих заявлений действиями. Заявление Владимира Путина, которое может стать или сенсацией, или примером откровенной манипуляции цифрами. В своей вступительной речи на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству Путин привел статистику по экспорту российских вооружений в 2025 году, которая звучит просто невероятно. Российская продукция военного назначения за прошедший год была поставлена более чем в 30 стран мира, а сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов. Звучит впечатляюще, но независимые статистические данные показывают, что российский экспорт вооружений в последние годы переживает далеко не самые лучшие времена, несмотря на громкие заявления из Кремля. С 2011 по 2015 год Россия действительно держалась на втором месте в мире с поставками на 12-15 миллиардов долларов в год и долей рынка до 20-27%. Это был пик, подтвержденный и независимыми данными участников рынка. Но дальше начался устойчивый спад. По оценкам СИПРИ, это Стокгольмский институт исследования проблем мира, который с 1966 года занимается контролем рынка вооружений. За 2020-2024 годы объем экспорта основных вооружений из России рухнул на 64%. Россия откатилась на третье место после США и Франции, а число стран, получавших крупные системы вооружений, сократилось с 31 до примерно 12. Финансовые оценки независимых источников за последние годы от 1 до 6 миллиардов долларов в лучшем случае, а не те от 12 до 15, о которых привыкли говорить официально. Тем не менее, Путин настаивает, что экспорт вырос прежде всего за счет Индии и африканских стран. Мы искренне дорожим нашими исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными отношениями со странами Африки. В разные годы еще СССР, а затем и Россия поставляли африканским странам значительное количество вооружений и военной техники. Готовили специалистов по их производству, эксплуатации, ремонту, а также военные кадры. Сегодня, несмотря на давление со стороны Запада, африканские партнеры выражают готовность к расширению отношений с Россией в военной и военно-технической областях. В Миннеаполисе, несмотря на морозную погоду, протесты становятся все более массовыми. В пятницу вечером несколько тысяч человек вышли на акцию с требованием вывода агентов службы иммиграции и таможенного контроля из города после убийства 2 граждан Соединенных Штатов – Алекса Претти и Рене Гуд. Я приехал сюда, чтобы выразить поддержку жителям Миннеаполиса, которые противостоят растущему авторитаризму и фашистскому правительству. Я никогда ничего подобного не видел. Я изучал американское правительство 40 лет. Ничего подобного не было. Я здесь, потому что я художница. И символы для меня очень важны. Символ статуи свободы всегда был моим любимым символом Америки. А то, что сейчас происходит с ICE в нашем городе, это не то, кто мы есть. Статуя свободы — это символ света, гостеприимства по отношению к иммигрантам и возможностей. Ходить от дома к дому, выслеживать людей и приходить ночью в масках — это не то, кем мы есть. И этому должен быть положен конец. Протесты, в которых участвовали преимущественно студенты, также прошли в Нью-Йорке и штатах Висконсин, Мичиган, Северная Каролина и других регионах страны. В Лос-Анджелесе демонстрации у иммиграционного центра содержания под стражей привели к стычкам протестующих с полицией. Разногласия в Конгрессе по вопросу финансирования службы иммиграции и таможенного контроля привели к частичному шатдауну, приостановке работы федерального правительства. Сенат утвердил компромиссный вариант бюджета, однако Палата представителей не успела вынести документ на голосование. Власти Соединенных Штатов заявляют, что шатдаун, как ожидается, будет непродолжительным. На фоне бюджетного кризиса администрация продолжает расширять полномочия ICE. Как сообщает The New York Times, внутренний меморандум ведомства разрешает агентам ICE задерживать предполагаемых нелегальных иммигрантов без судебного ордера в случае риска их бегства. Ранее такие задержания допускались лишь при наличии подозрений в уклонении от судебного разбирательства. В пятницу протестующие прошли маршем по Вашингтону, округ Колумбия, требуя привлечения ICE к ответственности. Участники акции выступили за сокращение финансирования или полную ликвидацию агентства. Один из ораторов обвинил ICE в систематическом преследовании иммигрантских общин и назвал действия службы расистскими и бесчеловечными. Протестующие также призвали Конгресс вмешаться в ситуацию и заявили о намерении добиваться политических изменений на выборах 2026 года при усиленном присутствии полиции.
ICE и множество других сил были использованы в качестве расистского и бесчеловечного оружия против наших общин. Мы видели, как наших соседей похищали прямо с улиц, вытаскивали из машин, из домов, из школ. В начале этого месяца в Миннеаполисе агенты ICE застрелили Рене Гуд в ее машине. А всего 2 недели спустя казнили Алекса Претти на улице за то, что он противостоял жестокости и запугиванию. Позор. Я бы хотела, чтобы финансирование ICE было прекращено. Недавно по этому поводу проводилось голосование, и даже некоторые демократы проголосовали за финансирование ICE. И я думаю, что их следует упразднить. Я думаю, что Конгрессу нужно принять меры, особенно сенаторам и представителям-демократам. И я думаю, что им нужно подняться. И я также думаю, что нам нужно проголосовать в 2026 году, чтобы получить новое правительство. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в пятницу осудил новый указ Белого дома, направленный на блокирование поставок топлива на остров, назвав его преступным актом. Решение было объявлено правительством штатов в четверг, 29 января, и предусматривает введение пошлин против стран, поставляющих нефть на Кубу. Американская сторона обосновала меры ссылками на необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. В телевизионном обращении Диас-Канель заявил, что Куба намерена вынести этот вопрос на международный уровень и добиваться осуждения указа. Он подчеркнул, что диалог с Вашингтоном возможен только на основе взаимного уважения и равенства. Кубинское правительство назвало действия Вашингтона нарушением международного права и угрозой региональному миру. Диас-Канель отметил, что несмотря на десятилетия санкций, Куба продолжит защищать свой суверенитет, революцию и социалистический путь развития. Мы будем осуждать эту принудительную меру на международном уровне на всех возможных форумах. Мы продолжаем работать с союзными странами и с международным сообществом, тем же сообществом, которое каждый год поддерживает Кубу, когда она голосует против блокады. Мы уверены, что мы не будем одни, что будет понимание, что будет международное осуждение и что будет поддержка Кубы, потому что это преступный акт. Какое право имеет император? Какое право имеет империя? Какое право имеет правительство могущественной страны отказывать маленькой стране в топливе, необходимом ей для развития? Маленькой стране, которая каждый день борется с невзгодами за процветание которого она заслуживает за свой героизм, стране, которая не представляет угрозы национальной безопасности ни для кого. Мы — страна мира. Даже в разгар всей этой агрессии и блокады, длившейся все эти годы, мы заявляли, что обладаем возможностью и готовностью к диалогу с правительством Соединенных Штатов. Дело в том, что диалог невозможен под давлением. Диалог должен проходить на равных условиях уважения, и мы осудим все, что будет противоречить этому. И мы будем делать это без страха, потому что убеждены, что должны преодолеть наши проблемы самостоятельно, своими силами и мужеством кубинского народа. Поэтому мы убеждены, что с самого начала будем защищать нашу родину, революцию и социализм от империалистической агрессии. Капитуляция никогда не будет вариантом. И эти трудные времена нужно встречать с мужеством и отвагой. Наша партия, государство, правительство, революционные вооруженные силы, Министерство внутренних дел и Объединенный народ готовы противостоять любым дополнительным мерам блокады, угрозам или военной агрессии с тем же мужеством и решимостью, что и 32 комбатанта, героически павших 3 января в Венесуэле. Жители Кубы из разных социальных слоев сталкиваются с ухудшением условий жизни на фоне затяжных отключений электроэнергии и резкого роста цен на продукты, топливо и транспорт. Как сообщает Reuters, ситуация обостряется на фоне намерений Вашингтона усилить контроль над этим государством. Агентство опросило более 3 десятков жителей Гаваны и ее пригородов, включая уличных торговцев, таксистов, работников частного сектора и госслужащих. Собеседники описывают состояние, близкое к пределу, поскольку товары и услуги, особенно связанные с дефицитным топливом, становятся все менее доступными. Очереди на немногих автозаправках, продолжающих работать, на этой неделе резко увеличились. После сокращения штатами в середине декабря поставок венесуэльской нефти на Кубу бензин стал продаваться преимущественно по завышенным ценам в долларах. По данным Reuters, доступ к иностранной валюте имеет лишь ограниченное число кубинцев, что еще больше усугубляет экономическое давление на население. Я оформил талон на покупку бензина 2 месяца назад и до сих пор его не получил. Продажа топлива на автозаправочных станциях в национальной валюте прекратилась. Возможно, вас обслуживают в каком-то конкретном месте. Но такого, как раньше, когда можно было получить талон раз в месяц, а потом приходилось ждать до следующего месяца, сейчас этого нет. Но возобновляется продажа в долларах, и это хоть как-то помогает людям. Сейчас критическая ситуация. Нет автобусов, только такси. И они берут большие деньги, потому что топливо дорогое.
Нефть по цене 500 песо, бензин от 800 до 1000 песо. Если вы не можете позволить себе такси, вы в безвыходном положении. Вот решение. Если вы не платите, вы остаетесь на месте. Что ж, отключения электроэнергии участились. Штаты угрожают нам всю нашу жизнь, но мы никогда не боялись. Так что вот мы здесь, ждем того, чего хочет Бог. Мы никогда не боялись, потому что с самого моего рождения я родилась в эпоху революции. Они угрожали нам. Поэтому каждый день мы переживаем трудные времена. Мы к этому привыкли и знаем, как подняться над ними. Вот, например, я работаю в районе Видада, и мне тяжело. Мне приходится выезжать на рассвете, чтобы успеть на какой-нибудь транспорт. А потом на обратном пути я не знаю, как я доберусь до места назначения, но пока мне это удается. А что касается этих угроз, они угрожают нам всю нашу жизнь, с самого моего рождения. Так что, если однажды они осуществят все свои угрозы, я не знаю, мы не боимся, потому что нельзя жить в страхе. Я вожу электрический трехколесный велосипед и работаю здесь, на Кубе, перевозя людей. Из-за перебоев с электроснабжением я могу заряжать его только 4 или 5 часов. Кроме того, бензин покупается за доллары. Он обходится мне $1,5 за литр, а сейчас доллар стоит около 400 песо, которые контролируются государством. И это создает огромные сложности. Обвинения в адрес администрации Белого дома сегодня звучали и из Тегерана. Президент страны Масуд Пезешкиан обвинил лично Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в разжигании недавних протестов, охвативших страну. Будь то Трамп, Нетаньяху или европейцы, все они стремились спровоцировать, посеять раздор и вооружиться, и они увлекли за собой множество невинных людей, вывели их на улицы и подстрекали к тому, чтобы эту страну разорвали на части, чтобы посеять конфликт и ненависть среди людей, чтобы посеять раздор. Ни на одном обычном социальном протесте люди не берут в руки оружие, они не убивают военных. Они не поджигают машины скорой помощи, они не поджигают базар, они протестующие. Наш долг, как правительство, сесть, выслушать их, и мы обязаны решить их проблемы. Мы готовы выслушать. Мы готовы, наш долг, сесть с ними и решить их проблемы. Но все знают, что проблема была не только социальной. Они провоцировали, стремились разорвать общество на части. Но присутствие лидера аятоллы Али Хаминеи, его драгоценное существование и существующие взгляды нейтрализовали эти заговоры. В субботу, 31 января, иранское государственное телевидение показало видеозапись визита верховного лидера Ирана аятоллы Хаминеи в мавзолей аятоллы Рухоллы Хамейни, первого верховного лидера страны и лидера исламской революции 1979 года. Ведущая новостей заявила, что он находится там накануне празднования 47-й годовщины революции. Между тем, многие мировые СМИ сообщали, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаминеи переехал в укрепленный подземный бункер в Тегеране из-за опасений возможного удара Соединенных Штатов, а руководство страной вместо него пока осуществляет его сын Масуд. Согласно сообщению, это решение было принято после оценки ситуации высокопоставленными военными и силовиками режима аятолл, которые предупредили о повышенном риске возможного американского удара. Более 200 человек погибли в результате оползня, обрушившего часть колтановой шахты Рубая на востоке Демократической Республики Конго. Число подтвержденных жертв составляет не менее 227 человек, однако окончательные данные могут быть пересмотрены. Губернатор Северного Киву Хабати Мусанга Эрасто посетил район катастрофы на следующий день после трагедии и встретился с выжившими и пострадавшими шахтерами. Рубая обеспечивает около 15% мирового производства колтана, сырья для получения тантала, используемого в электронике, аэрокосмической промышленности и энергетике. Месторождения, где полезные ископаемые добываются вручную за несколько долларов в день, с 2024 года находятся под контролем одной из повстанческих группировок страны. Выступая перед шахтерами, губернатор призвал к осторожности и напомнил, что трагедии на этой шахте уже случались. Мы сочувствуем вам в связи с этой трагедией, которая с вами произошла. Но мы просим вас помочь нам разработать стратегии для прекращения подобных трагедий. Я только что узнал, что в 2017 году более 2000 человек погибли в результате очередного оползня. В связи с тем, что произошло с вами сегодня, мы просим население быть бдительными. Хорошо искать деньги, но денег не будет, если тебя нет в живых. В немецком Дортмунде прошел необычный чемпионат по имитации крика благородного оленя,
где охотники соревнуются в реалистичности подражания брачному зову самцов. Участники воспроизводят различные звуки, от ищущего оленя до доминирующего самца. Это традиционное соревнование подчеркивает навыки охоты. Цель состязания – максимально точно передать утробный рев оленя, используемый для привлечения самок или запугивания соперников. Интересно, что жюри оценивает звуки, не видя участников, чтобы обеспечить объективность. Для усиления звука и резонанса охотники использовали специально изготовленные бычьи рога, раковины улиток-тритонов, стеклянные цилиндры, полые стебли гигантского борщевика и множество искусственно созданных инструментов. По словам организаторов, вокализации оленей не только очень разнообразны, но и зависят от возраста, душевного состояния и продолжительности гона, во время которого они становятся все более хриплыми, а также от настроения стада. В этом году победителем чемпионата стал Томас Золтведель, который несколько лет подряд занимал второе место. Томас сказал, что очень гордится собой, потому что конкуренция была жесткой. Мне потребовалось 5 лет. Я всегда был вторым номером в Германии, и вот я это сделал. Я снова завоевал титул и стал чемпионом Германии. Я очень рад, что на этот раз победил, и я просто горжусь этим. Ну, сегодня все было так же, как и раньше, было совсем нелегко, потому что другие тоже были не так уж плохи. Но сегодня было видно, что есть те, кто действительно выкладывается на полную, а есть и многие, кто слишком осторожен. Но если вы не будете выкладываться на полную, ничего не получится. В Риме на мраморном бюсте в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучино после реставрационных работ обнаружили поразительное сходство одного из ангелов с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, сообщает газета «Ла Република». Ранее над бюстом последнего короля Италии, Умберто II Савойского, располагались два обычных херувима, однако после реставрации один из них приобрел узнаваемые женские черты и светлые вьющиеся волосы. Издание отмечает, что ангел с похожим на Мелони лицом держит свиток с изображением итальянского сапога. Как сообщает Corriere della Sera, изменения во внешнем облике херувима внес не профессиональный реставратор, а волонтер Бруно Валентинетти, который даже оставил свою подпись на свитке. Настоятель базилики Даниэле Микелетти заявил, что изображение является метафорическим и не имеет исторической ценности, поэтому особого согласования реставрация не требовала. Ла Република при этом подняла вопрос об усилении контроля за реставрационными работами, хотя надзорные органы пока не стали вмешиваться. В китайском Чэнду детеныши гигантской панды, родившиеся в 2025 году, начали первые уличные тренировки. Пушистых новичков выпустили на свежий воздух, где они неуклюже карабкаются по деревянным балкам, кувыркаются и падают, строго под присмотром смотрителей. Кадры из питомника Star Giant Panda Nursery House моментально покорили интернет. Малыши выглядят так, будто готовятся не к жизни в дикой природе, а к олимпиаде по милоте и няшности. Смотрители рядом в роли тренеров и нянек. Если что, подхватят и поддержат. База в Чэнду – всемирно известный центр по сохранению панд, где растят национальные сокровища Китая. А пока будущее вида в надежных руках, сами медвежата заняты главным делом. Учатся падать, вставать и покорять свое первое бревно.